Что-то сегодня какие-то жесткие вопросы. Следующий вопрос. Аборт – это грех? Но вы знаете, про грех я уже сказал в предыдущем видео. А по поводу аборта, это дело самого носителя. То есть это дело той женщины, которая прекращает беременность. Какой может быть в этом грех? Это ее собственное дело. Не нужно вот этих вот, опять же, каких-то непонятных вещей о том, что это какое-то убийство. Какое убийство? В чем состоит убийство, мне непонятно. Какой-то плод еще непонятный. Еще нет там ни души, ничего там нет. Какая-то заготовка какого-то непонятного тела. Неизвестно, в каком состоянии родится это тело. И куча всяких разных штук. Это во-первых. Во-вторых, если в данный момент человеку или семье, то есть носителю, женщине, или семье, в которой она живет, не нужно, так скажем, пополнение в детях, какие могут быть проблемы? Обязательно, если забеременела, обязательно нужно родить. Нет, не обязательно. Иногда это рождение испортит, изуродует всю жизнь не только женщине, но и мужчине вот этой всей семьи. Не нужно этого делать. Если же вы уже как-то вот так получилось, что все-таки там что-то такое завязалось, какой-то плод, ну не парьтесь, в чем проблема? Да, нужно какое-то вмешательство, безусловно, но никакого убийства я здесь не вижу, никакого человека там нет, там есть просто заготовка, больше там ничего нет. И избавиться от этой заготовки иногда очень даже нужно, чтобы не мучиться всю оставшуюся жизнь. Мы берем сейчас кучу разных случаев. Женщина рожает без мужа. Что она получит? Нет, если у нее куча денег и родственников, возможно, ей это нужно будет. Но опять же, этот ребенок будет без отца. Косяк? Косяк. А вы думаете, она найдет легко мужчину, который будет воспитывать чужого ребенка? Я очень сильно сомневаюсь, где она найдет такого дурачка. Идем дальше. Если это вообще нежелательная беременность совсем-совсем, у нее нет денег, она живет где-то в общаге, что получится? Все. И ребенок, рожденный, не получит ничего толком, ни еды, ни воспитания, ни образования, потому что у носителя, у мамы ничего нет. Она ничего не умеет, она ничего не делает, она где-то учится на кого-то и живет в общежитии. Ну, или в лучшем случае живет с мамой. Мама заберет этого ребенка и будет воспитывать, потому что дочке что нужно? Нужно найти хорошего мужа. Дочке нужно там образование. Ну, вы все прекрасно знаете все это развитие событий. Давайте не будем конючить, что аборт – это грех, аборт – это плохо. Давайте сделаем одно разумное действие. Выбор только за носителем, только за женщиной, которая носит плод и решила прервать беременность. Все. Больше никаких вопросов не должно быть совсем. Никакого убийства нет. Там нет пока ничего, ни души, то есть ни человека, ничего нет. Дальше. Иногда, вот в большинстве случаев, когда к этому приходит, аборт – это единственное решение, и дальнейшая жизнь будет прекрасна и удивительна. Потом, как правило, рождаются дети желанные и все остальное, но то, что получилось, так сказать, косяк, ну, эту проблему нужно решать. Так что не будем решать за них, показывать пальцем и говорить, что это грех. Каждая из вас может оказаться в подобной ситуации. Не забывайте это, что на вас потом тоже будут показывать пальцем.